привет! Вы на канале Спросим у Таро, и сегодня мы с вами сделаем длинное видео. Ответы на ваши вопросы о мемберах группы BTS. Самый первый вопрос, который прилетел, это был как раз о лидере группы, об РМ. Правда ли, что у него есть ребенок? Давайте сейчас посмотрим. Правда ли, что у него есть ребенок? Я так понимаю, что у него есть ребенок, притом это девочка, и она родилась в семье. Не просто так. Ему тяжело, потому что он все время в разъездах, и поездки ему как будто бы боком вылазят. Мало времени, не может уравновесить на свою жизнь так, чтобы хватало время и на людей, которых он считает своей семьей, и на свою деятельность. Так. Интересно. Следующий вопрос. Женат ли он на самом деле? Женат ли он на самом деле? Влюблен, это точно. Угу. Да, получается, что ответ да, но не официально. То есть у него есть девушка, которую он считает своей женой, и он ее держит на расстоянии от себя, и они ругаются из-за разъездов. Вот, он старается поступить по-умному, старается ее скрывать, старается, опять же, уравновесить свое время, чтобы бывать с ней. У него это не всегда получается, она далеко чаще, чем близко. Вот, и он выходит такой папа, который тащит деньги в семью, а она такая хранительница очага. Вот, и ребенок, кстати, будет очень умный ребенок, когда вырастет. Так, интересно. Ну, тогда уже вопрос, встречается ли он с кем-нибудь. Ну, наверное, отпадает, потому что мы выяснили, что у него кто-то есть. Следующий вопрос по нему был, как относится РМ к Вигу и отношениям Шуги и Чимина. Так, как же РМ относится к тому, что он видит в отношениях Ви и Чонгука? Для начала спросим. Он вообще воспринимает их как членов своей семьи и также думает, что они относятся друг к другу как члены семьи. То есть не как люди, которые встречаются между собой. А сейчас они далеко все друг от друга. Вот. И он скучает по ним как по членам своей семьи. Они для него семья, он как-то не видит их по-другому. Вот. И вот сейчас они, кстати, на данный момент, он и ребята решают, как бы им всем состыковаться вместе. Ну, вроде как на пиццу сходить, вот вроде как того. Как делают обычные люди. Так. Как относится к отношениям между Чимином и Шугой? Так. Шугой он едет куда-то, и они поругаются в этой поездке. Вот прям очень скоро это все случится. И с Чимином тоже он поедет, но с Чимином он будет радоваться. Как к ним относятся вот именно как к парочке друзей? Вот они тоже договариваются между собой, как бы состыковаться. Ну, как мы вот на пиццу ходим, так они, может, в какую-то кафешку хотят сходить или в ресторанчик. И вот они обдумывают сейчас. Ну, организатор РМ, он их хочет собрать. Да, я вам хочу сказать, что тут не выпадает ничего такого, что он там
был бы против, там, если бы даже они встречались, или если они встречались, или если они встречаются, он в это не полезет. Он относится к ним как к братьям, и поэтому ну, хорошо к ним относится, что бы ни случилось. Так, что там еще за вопрос про него был? Вопрос следующий был, будет ли группа BTS собрана в 2025 году. Вопрос немножко по-другому звучал, там было об РМ, соберет ли он группу. Ну, я уже обобщаю. Так, и так, воссоединится ли группа? Сама немного волнуюсь, если честно. В общем, сначала они все дружно переругаются, потому что часть захочет собираться, а часть почему-то разочарованно будет на это все смотреть. И все будут растеряны, потому что вроде бы как собирались через определенный период времени обратно состыковаться, а какая-то ерунда будет получаться на первых порах. Но кто-то из них, я так понимаю, все-таки это будет РМ как их лидер, он возьмет все в свои руки и будет пытаться как-то все восстановить и сделать так, чтобы ребята сошлись. Угу. Все обиды им придется оставить в прошлом. Хотя непонятно, какие в целом обиды, если они друг к другу достаточно с любовью относятся. Вот, видно новое начало, и организатор будет женщина, а не РМ. Она как-то это все усмирит и быстренько-быстренько приведет их в норму. Так. Значит, еще раз давайте переспросим, соберутся они или нет, чтобы было почетче. Соберутся ли ребята в 2025 году снова в BTS? Ну, опять же, все дружно переругаются. Будет тяжело, разрушенная башня, и какой-то определенный цикл должен закончиться. О чем говорят эти карты? Это значит, что, скорее всего, не в 2025 году это произойдет, а чуть позже, потому что им надо всем оклематься. Вот, они должны после ссоры помириться, и должна прийти радость. Вот здесь карта радости, но она как раз окружена всеми тяжелыми картами. То есть после вот этих всех стычек, ссор, непоняток должен наступить момент, когда они будут просто рады, что они вместе. Вот то, что они сейчас разошлись и занимаются каждый своим проектом, это не очень хорошо. Потому что они начинают привыкать к единению. То есть если раньше они всегда были вместе, вот, и притерлись друг к другу, то теперь, когда они разъединились, снова притираться будет тяжелее, потому что они уже очень взрослые. У них немножко поменяются привычки. Я думаю, все вот эти ссоры, нестыковки будет как раз из-за этого. Но опять же, там чуть раньше выпадало, что женщина какая-то вмешается и что-то пойдет на лад. Но если говорить про этот вопрос и про 2025 год, то вы видите, колоду держит карта дьявол, но ничего хорошего из этого не выйдет. Если конкретно про 25 год, давайте-ка посмотрим, все ли будет хорошо у группы BTS чуть позже 25 года. Так. Скажем так, они будут вспоминать, что у BTS были хорошие времена, но эгоизм возьмет верх, каждый будет заниматься своими проектами,
будет рад от того, что у кого-то получается, а кто-то будет грустить из-за того, что не получается. Кто-то впадет в депрессию. Вот. А 3 человека из всех будут как бы маленькой группкой что-то делать. Но если нужно будет куда-то ехать вместе, то они поедут. Вообще, опять же, про этот вопрос. Колоду держит смерть. Видите, на данный момент так, но спустя полгода что-то немножко может поменяться. Спустя полгода я сделаю еще одно видео, и мы посмотрим. Где-то в декабре, да? Что будет у нас в 2025 году. Так, хорошо. Дальше тогда. Про Чимина поговорим. Любит ли Чимин Шугу? Очень часто задаваемый вопрос. Любит ли Чимин Шугу? Обиду затаил на Шугу. На данный момент они поругались. И ему тяжело. Он боится, что как друга он его теряет. Как будто бы Шуга остается в прошлом. И это очень грустно. Хотелось бы, чтобы они, дружили. А все из-за того, что интересы не сходятся. Все повзрослели и немножко в разные стороны смотрят. Так, и любит он. Скажем так, что с Шугой у него не получилось. Не получилось, потому что вмешался кто-то третий. Вот, и благодаря этому радость превратилась в разрушенную башню. Если бы кто-то из них поумнее поступил, то все могло бы остаться как и прежде, но, к сожалению, они еще сами маленькие, хотя вроде взрослые люди. Мне кажется, взрослые тоже дети. И вот тут как раз об этом, что поступили по-детски. Вот эти какие-то обидки, какие-то непонятки. Надо разговаривать. Вот как раз этого у них не было. И поэтому этот третий человек до сих пор встревает. Он не уходит, он рядом, и это какая-то девочка. Но не дает ему как-то вместе быть или пересекаться. Может, там менеджер девочка. Кто-то такой третий, кто лезет. Так, есть ли у Чимина любимый человек? Есть ли у Чимина любимый человек? Есть. И по картам выходит, что, скорее всего, это Шуга, это человек, который любит сидеть как бы в тени, при этом яркая личность. Интересно. И этот человек ему изменил. Из-за этого Чимину тяжело. И вот этот третий вмешался, это очень плохо. И лезет до сих пор. И из-за этого ссоры возникают, потому что он и хотел бы быть вместе, но ему просто не дают. Да уж. По Чимину еще будут вопросы. Так. Давайте посмотрим, кто из ребят не хочет возвращаться в группу после армии. Каждого посмотрим. РМ хотел бы вернуться в группу. Для него это уже такая, знаете, обыденность. Он без группы уже себя не может представить, потому что он так вырос, как лидер этой группы, и воспринимает это как свою жизнь. Поэтому без группы в целом он жить не знает как. Джин. У Джина двоякие ощущения от нахождения в группе. Он как будто бы сейчас начал понимать, что такое свобода. Как будто бы раньше он понимал, что ограничения вот эти все, по питанию, например, график определенный, там, каких-то действий, там, расписание, это все
Ну, в армии тоже это есть, но все равно посвободнее, чем он был, чем когда он был звездой, скажем так. То он не очень-то хочет. Так, Чонгука смотрим. Чонгук смотрит в будущее, и он, как бы ему все равно, либо он соло делает, либо он в группе. Главное, что он хотел бы и дальше продолжать свой путь, по которому он идет. Он прямо идет и не сворачивает. То есть, если ребята согласятся снова соединиться в группу, он только за. Если не согласятся, он тоже за. То есть его все устраивает. Чимин. Чимин хотел бы, потому что там его любовь. Вот. И ради того, чтобы со своей любовью быть ближе, он, да, очень хотел бы. Джи-Хоуп. Для Джи-Хоупа BTS его семья. Там его душа. Это ребята, которые его всегда поддерживают. Он не может без них, и ему в жизни достаточно тяжело без них. Потому что, ну, семья есть семья, сами понимаете. Шуга. Ну, период романтики как раз был в группе для него. И если вот говорить о воссоединении группы, он надеется, что этот период романтики снова будет. Я так понимаю, что они с Чимином все-таки хотели бы быть вместе. Ну и Ви. Ви ведет себя как ребенок. Ему нравится быть в группе, ему нравится и одиночество. Но если вот говорить, если у него спросить, хотел ли бы ты, чтобы группа собралась вместе, то он сказал бы, ну да, ради денег. Достаточно детский такой ответ, потому что на самом деле где-то глубоко внутри он не из-за этого хотел бы, но прикрывается тем, что это заработок. Вот. Так. Появится ли у Тэхёна человек, который будет любить его не как фанат, а большим и искренним чувством? Так. И если будет такой человек, то ответит ли Тэхён на эти чувства? Сейчас посмотрим. Появится ли у Тэхёна человек, который его будет так сильно любить? Ну, карты говорят, что возле него не один такой человек уже есть, а один из них даже одержим им. Вот. Но Тэхён, он хоть и рад, что его любят, но не настолько, чтобы прямо вот принять эти чувства и отдаться им. Вот. Потому что здесь есть такая карта, пятерочка пентаклей. Это вот пустота в душе. Несмотря на то, что его очень много людей вокруг любит, ему в душе пусто. Ему хочется чего-то другого. И он этого не находит в этих людях, которые сейчас рядом с ним. А еще колоду держит разрушенная башня. Он как будто бы не верит, ну, то есть не до конца верит, что его можно за что-то любить. Вот. Как-то интересно он к себе относится. Скорее всего, себя он тоже не любит, и поэтому не может поверить даже в то, что, ну, любовь других искренняя. Так, реально ли Вигу? Реально ли Вигу? Сейчас посмотрим. Кажется, мы уже гадали там на что-то такое. Реально ли Вигу? На данный момент нет. Но вообще выпадает карта любовники. Ай-яй-яй. Они сейчас слишком самодостаточные. Вот когда они были послабее, тогда много конфликтов разных было между ними. И вот эта самая притирка, я извиняюсь за этот звук, потому что за окном, вот как назло, начали ездить всякие мотоциклы и машинки. А вообще у нас район тихий. Да. Так, о чем это мы? Из-за того, что у них была притирка, и из-за того, что они были послабее характером, у них были
тяжелые графики, они уставали, они находили в друг друге такое утешение. На данный момент они друг к другу достаточно холодно относятся. Ну вот, как будто бы кошка между ними пробежала. 2 тяжелые девятки между ними. Это не очень хорошо. На данный момент они просто занимаются своими, видимо, проектами, им не до друг друга, ведут по отношению друг к другу себя как дети, тоже какие-то непонятки, обидки. Вот знаете, как дети это все делают. Ну, взрослые обычно разговаривают. Вот, а они как будто бы договориться не могут. Ну и что нам еще карты по этому поводу скажут? Ну, из этой всей ситуации один выйдет победителем, прервав отношения, вот, и как будто бы найдя в этом для себя благо какое-то, а второй упадет в пустоту просто. И это достаточно скоро случится, как будто бы они сильно-сильно разругаются. Ну, надеюсь, не разругаются, надеюсь, они будут умнее. Хотя колоду держит башня. Ругаются, значит. И очень сильно. Будут ли дружить ребята после распада группы? Сейчас посмотрим. Будут ли ребята дружить после распада группы? Так. Вообще они будут дружить, но не все со всеми. Кто-то разругается. Но несмотря на это, в целом они будут поддерживать хорошие отношения. Кому-то будет одиноко после того, как, ну, я так понимаю, они уже сейчас ведь не вместе, да? И поэтому сейчас уже многим одиноко. Вот. Одни ждут воссоединения, другие думают, что это, ну, такая рутина, что от этого избавиться было круто. Третьи в каких-то своих иллюзиях пребывают. Эйфория у людей. Ну, четвертые любят друг друга, но опять же чувствуют себя одиноко. Скажем так, сложные между ними будут отношения, но в целом будут дружить. Все будут жить в Корее или кто-то уедет. Ну, будем смотреть по каждому, да? Начнем с РМ. Уедет? Не уедет. Джин. А Джин может уехать. Джейхоп. У него здесь семья, он не хочет уезжать. Шуга. Уедет, приедет, уедет, приедет. Ну, для развития. Где-то будет участвовать, видимо, в написании музыки. Чимин. А вот он о своих планах не хочет говорить. Вот, поэтому не до конца понятно. Ви. Ну, если он влюбится, то тогда он останется в Корее. Если не влюбится в ближайшее время, то тогда поедет. И Чунгук. Вот этот будет путешествовать везде и всюду, иногда приезжать в Корею, как будто бы домой на ночку переночевать. Вот так это будет. Так, хорошо, давайте-ка дальше смотреть. Шуга и Чимин. Была ли любовь? Что есть сейчас? Ну, отвечали уже. Воссоединится ли группа? Отношения между участниками. Хорошо. Так, про воссоединится ли группа тоже говорили. Отношения между участниками. А как это посмотреть лучше? Ну, давайте. У Рема есть в группе враги?
Нет, друзья. Он не со всеми дружит, скажем так. Одних близко к себе подпускает, а других держит на вытянутую руку. Но больше как старший брат, скажем так. Потому что, ну, понятно, что разница в возрасте, разные интересы, плюс на него больше ответственности. Поэтому, да, не со всеми дружит. Давайте-ка смотреть Джина. У Джина в группе есть враги? Ну, кто-то один как будто бы в него даже влюблен тайно. Так, друзья есть? Ой, он на всех смотрит, как на детей. У него со всеми нормальные отношения. Может, даже не один его любит все-таки. Потому что он к ним хорошо, они к нему. Он как будто бы... Они даже ему энергию подкидывают. Как младшие старшему. Вроде бы так вот отношения у него складываются. Давайте-ка посмотрим Шугу. Есть ли у него в группе враги? А есть друзья? А он вообще такой интересный, сейчас к ним относится. Он их очень сильно любит, но почему-то хочет оставить их в прошлом. Интересно, а почему? Отгородиться опять хочет. Как будто бы пытается уравновесить свою жизнь. Хотел бы сам построить свою жизнь уже без вот этого давления людей, потому что боится предательства. Еще он взял, что его предадут, непонятно. Ну, вот такое у него отношение к участникам. Так, давайте-ка Чимина посмотрим. Враги есть, а друзья? Скажем так, он энергичный и всех любит, и к нему также относится. Хорошо. Кого мы еще не смотрели? Чонгука. У Чонгука есть враги? А друзья? Ох ты ж. А чего так? Как интересно. В целом, он думает, что все члены группы его семья. Но на данный момент ему очень тяжело вообще думать о них. Он как будто бы в них разочарован. Он от них отдалился. Очень странно. Из-за какой-то взрослой женщины-покровительницы, которая ему как будто бы на уши капает. Ой. На мозг капает, на уши лапшу вешает. Так правильнее. И на данный момент он реально держится от них на вытянутую руку и даже как будто бы рад будет все-таки, если они, ну я говорю на данный момент, если они потом не сойдутся. Но в целом, если говорить вообще, вот, то в целом, если все захотят, то он тоже воссоединится с ними. Но прям на данный момент что-то совсем грустно. Джей Хоп. Есть у него враги в группе? Есть друзья? Ну, этот тоже какой-то разочарованный. Врагов... Не то, чтобы они ему враги, но они как будто бы разбили ему сердце. Не знаю, что между ними произошло, но он с разбитым сердцем, если говорить вот об отношении. И предательство, бездействие, предательство. Тяжело. Рутина. И кто-то третий. Я не знаю. Уже который раз повторяется, что кто-то третий лезет между ними, всеми. И, видите, у Чунгука там какая-то взрослая женщина тоже что-то делает непонятное, настраивает как будто бы его против кого, против даже всех. И с Джей Хопом такая же какая-то ерунда, кто-то третий лезет, портит ему настроение. Про Ви не смотрели, да? У Ви есть враги?
Ух ты. А друзья? Ну, друзья ему все. А враги, я так понимаю, что они с Чонгуком поругались, потому что одна и та же карта на них выпала. Вот. И, видимо, у Чонгук поругался с Ви, и ему кажется, что все закончилось, он в эту группу больше не вернется и так далее. Вот. Но Ви не настроен на то, чтобы не возвращаться в эту группу. Вот. И никого врагом не считать, несмотря на то, что они там поругались. Интересно. Хорошо. Сольник Тэхёна. Что с ним будет дальше? Ну, конкретно не написали, что хотят узнать про сольник Тэхёна. Вот, а я не очень в курсе его дел. Поэтому давайте посмотрим, что с ним будет дальше. Так. Сольник Тэхёна. Что конкретно вы хотели узнать? Выйдет он или он уже вышел и будет там в топах? Или что конкретно? Было бы хорошо, чтобы вы писали поконкретнее вопросы. Что с ним будет дальше? Ну, давайте ближайшие 3 месяца посмотрим, что у Тэхёна будет. Ближайшие 3 месяца. Болеть будет. Ой. Я так понимаю, что из-за того, что они поругались с Чонгуком, и еще будут ругаться, и еще будут ругаться. В ближайшие 3 месяца, каждый раз, когда они попытаются примириться, они будут ругаться. Что же будет происходить? После каждого такого стресса он будет болеть и будет думать, что это все конец. Но потом будет проходить какое-то время, он немножко успокоится и опять будет пытаться помириться. Но опять ничего не выйдет. Опять будет ссора. После маленького короткого момента дружбы будет снова ссора. Опять на ту же тему. На какую я вам не могу сказать, но в итоге у него ощущение, что он как будто бы умер после очередной ссоры. Так, грустно у него все. Так, смотрим Чонгук и Чимин, что между ними происходит. Я так понимаю, хотите узнать, есть ли любовь. Ага, эти карты говорят не мое дело. Сейчас возьмем другие и посмотрим на других. Чонгук и Чимин. Что между ними происходит? Может быть, одна парочка рассталась и другая. И они состыковались, чтобы как-то было легче это все переносить. Это хотели, наверное, узнать, да? Что происходит между ними? Угу. Кто-то жалуется на измену кого-то. Один одному жалуется. Значит, у одного кто-то изменил, у второго кто-то влез в отношения. Вот они так и говорят друг другу. О любви много болтают. Даже я вам так скажу, Чонгук пытался немножко замутить с Чимином, но тот к такому повороту событий не был готов. И они даже на этой почве чуть не разругались. Да, и тот на него ругался. У тебя помутнение рассудка, он сказал. Ты сейчас неадекватен. Не говори таких вещей. Ты дурак. Обзывался на него. И я так понимаю, что Чонгук хотел начать все сначала, после, видимо, ссоры с Тэхёном. Он хотел бы, ну, просто отвлечься за счет романтики с другим человеком. Но Чимин, он такой, ну, верный, скажем так. И хоть ему пусто внутри в душе, вот, он смотрит вперед, он надеется на то, что все еще будет хорошо. Да, грустненько немножко. Между ними любви нет. Если вы хотели это узнать, то нет любви. Так, про Шугу спрашивали, есть ли
Отношения с родителями, если есть, то вообще какие они? Отношения с родителями у Шуги. Как Шуга общается с мамой? А с папой? Папа его подавляет, а мама относится как, ну, семья, она о нем пытается заботиться. И как будто бы отношения не так давно с нуля начались. И то по совету какого-то умного взрослого человека. Вот. И не со стороны Шуги. Видимо, маме кто-то сказал что-то, после чего она его больше стала ценить и любить, и больше уделять времени как своей семье. Папа же у него, ну, такой, видимо, ну, он тут императором, видите, такая пандочка. Император властный, я сказал, ты сделал, он такой победитель, и он должен раздавать советы, а не слушать какую-то малявку. Как-то так вот это все выглядит. То есть с мамой теплые отношения, я так понимаю, с папой не очень. Отношения с братом? Отношения с братом у Шуги. Сейчас посмотрим. Шуга хотел бы с ним больше общаться, но у него есть какие-то определенные ограничения, из-за которых он не может этого делать. Он очень много ему отдает, и брат тоже отдает. Тут не в плане денег, хотя, может, и деньги тоже дает, но больше как поддержку какую-то, я так понимаю, потому что вот из-за этих ограничений он не всегда может даже сказать то, что он чувствует. А он не скупится на эмоции. Он говорит, что думает, он веселит его, он его как-то радует. Ну, вот в каждый тяжелый момент он ему маму как будто бы заменяет. Вообще удивительно. Мама для него брат, лучший брат, энергичный. Когда Шуга совсем, в общем, грустит, тот его прямо энергией заряжает. Но по картам брат у него сильный и хороший, и заботится о нем. Ну и тот старается тоже о брате заботиться. Шуга и Чимин. Как Шуга относится к Чимину? Так, посмотрим. Семья. Ну, относится как к члену своей семьи, очень любит. Как члена своей семьи. Но ему тяжело сейчас. И он холодно к Чимину сейчас относится. У него какие-то свои проблемы, достаточно много, он пытается их решать, все время что-то обмозговывает. И в дорогу ему надо куда-то отправляться, у него сейчас свои заботы, не думает он о Чимине на данный момент совсем. Прямо совсем. Ну вот, о поездке думает. Сейчас ему не до Чимина вообще. Так, что там у нас еще? Джин. Навещают ли его ребята в армии? Как ему служится в армии? Навещают ли Джина ребята в армии? Божественная карта выпала. Так. Ну, для Джина почему-то армия благодать. Интересно. В любом случае, он сейчас болеет там. Потому что по картам выпадает, что он лежит. К нему забегают, да, вот я вижу точно 2 человека. С кем-то он поругался. Ну так, не совсем, чтобы совсем, но больше в шутку. Типа, почему ты не приходишь? А тот ему говорит, я не могу. Ну вот это как-то так. 2 точно ходят. Ну и родственники ходят. Как ему в армии служится? В целом там уже немножко сказала, но
Как ему в армии служится? Ну, сейчас болеет, простыл, наверное. Божественная карта снова выпала. Ну, отдыхает человек. Отдыхает морально. Нормально ему. Шанс как-то переосмыслить то, что с ним происходило в жизни. На жизнь с другой стороны посмотрел, как будто бы. До армии он пришел больше ребенком. Сейчас он ведет себя немножко как взрослый. Это тяжеловато, но он старается. Вот, работает над собой много. Много думает. Какие отношения у Джина и Чонгука сейчас? Навещал ли Чонгук его в армии? Так. Какие отношения у Джина и Чонгука сейчас? Я так понимаю, у Чонгука сейчас проблема с отношениями со всеми. Потому что с Джином он тоже как будто бы поругался. Ему показалось, что Джин к нему холодно относится. Возможно, у того не было возможности там ответить, может, на какое-то сообщение или на звонок. Но и тот воспринял, ну, сейчас у него какой-то странный момент в жизни, тяжелый, и обиделся. Да, обиделся еще раз, тут карты говорят. А они друг без друга одиноко чувствуют себя, потому что в целом друг для друга, ну, поддержка, опора, хотя они самодостаточные люди, но, ну, дружили, да. Но сейчас реально одни мечи выпадают. Не очень хорошие сейчас отношения. Навещал ли Чонгук его в армии? Так. Он приходит к нему раз в какой-то определенный период. Это может быть неделя, это может быть месяц. Какой-то замкнутый период. Если вы спрашиваете, навещал, то точно навещал. Потому что это член его семьи. Они друг друга все любят, несмотря на какие-то свои горести, печали. Они знают, что они друг для друга поддержка. Вот. По Джину еще были вопросы. А останутся ли лучшими друзьями Джин и Чонгук? Будут ли дружить в будущем? И что думают друг о друге? Так. Останутся ли лучшими друзьями? Да, ну, будут ругаться периодически, но в целом и победителем выступает, значит, их дружба. Победительница, то есть точно дружить будут. И какая-то у них такая есть любовь между собой. Ну, любят друг друга как членов семьи. Так, что думают друг о друге? Что думает Джин о Чонгуке и Чонгук о Джине? У Чонгука явно проблемы. Ему надо решать точно свои проблемы, потому что он на всех злится, все для него предатели, он хотел бы куда-нибудь свалить. Хотя любит Джина как члена своей семьи. Джин для него семья. Джин же как относится? Джин видит в нем. Если бы Чонгук был бы девочкой, то Джин на нем хотел бы жениться. Вот так он видит Чонгука. Но Чонгук сейчас, у него сорвало крышу, он злится, взрывается по любому поводу, даже по мельчайшему, поэтому Джин немного растерян. Но это вот как раз на данный момент. Видимо, правда, что-то с Чонгуком творится. Будет интересно почитать ваши комментарии. Если что-то знаете, то напишите. Так. Ви. Есть ли вероятность, что Ви станет алкоголиком?
Сейчас узнаем, много ли он пьет и есть ли такая вероятность. Есть какая-то информация, наверное, у вас, да? Что он много пьет? Так, если говорить, вижу ли я здесь, что он пьет, то не выпала карта с кубками, это раз. Вот, у него есть какие-то свои проблемы, он их решает, но тут нигде нет такого, что он напивается до беспамятства каждый день и лежит, ну, в луже своих там выделений каких-нибудь, да? Нет, этого нет. Есть ли вероятность, что он станет? Бездействие. Карта бездействия говорит, что нет, не станет. Так что не переживайте, все с ним будет хорошо. Так, Ви и Пак Хён Шик. Что между ними? Ну, давайте посмотрим, что между ними. Сейчас, на данный момент, они не общаются. Бездействие выпадает, десятка мечей. Это как раз о том, что связь потеряна. И общаются через вторые руки, то есть не напрямую, а через кого-то. Притом каждый из них ищет покой. Видимо, устали от общества вообще в целом, и, возможно, было между ними какое-то недопонимание, потому что есть карта, которая говорит о том, что они от друг друга отгородились. Видимо, общались, но пошло что-то не так. Хотя в целом они тоже любят друг друга как члены семьи. Видимо, они друзья, но просто на данный момент друг от друга отдыхают. Я не вижу, что они поругались, но вижу, что обоим тяжело из-за какого-то момента. Вот, какое-то, видимо, недопонимание было по справедливости. Из-за какой-то ситуации, которая была несправедлива к кому-то из них, они сейчас растеряны, им тяжело, и они стараются отгородиться друг от друга. Вот такие вот отношения между ними. Какие отношения у Ви с родителями? Он старается не пускать их в свой мир, скажем так. Он боится удара в спину, какого-то предательства, поэтому старается свои проблемы решать сам, хоть переживает сильно и все такое. Вот, но и почему-то папа здесь выходит. Или дедушка, может, не знаю, какой-то мужчина, который к нему холодно настроен, и вот этот мужчина у него как бы перед глазами стоит, он старается его, как будто бы ему что-то доказать, что он хороший, он может лучше, или что-то такое вот. Только зачем? Ну, есть в семье какие-то недопонимания, видно, но он иногда к ним ездит. Обиды в душе где-то прячет, старается не ругаться, но иногда ругаются. Вот. Тем более стычки вот такие не от него идут. Он, ну, тоже как следствие просто, вот он немного себя защищает как бы. Вот. А вообще в целом он любит семью, он ей радуется. Какие-то обиды оставляет в прошлом. Он даже старается, вот обиделся, ничего не говорить об этом и забыть. Как будто бы семья — это подарок свыше, и какая бы она ни была, вот, ее нужно воспринимать как, ну, дар. Вот так он относится к своей семье. Да. Воспоминания держат колоду, вот, о хороших моментах. Видимо, когда ему тоскливо, он думает как раз вот об этом. Почему какой-то мужчина появился, которому он что-то пытается доказать?
Я не знаю, вы как армия можете мне подсказать. Вот кто это может быть. Интересно даже, что это за человек. Так, что там? Про Джей Хопа спрашивали совсем мало. В основном, есть ли у Джей Хопа сейчас депрессия? Вот это и спросим. Есть ли у него депрессия? Сейчас у него тяжелый момент, тоже отходит от какой-то ругани, вот, потому что поступил по-детски. Ну, дал слабинку, как будто бы. Не до конца что-то осознал или понял, и из-за этого сейчас у него небольшие проблемы. Хоть он и переживает, но в целом его семья его поддерживает, ребята из группы его поддерживают, не дают ему застрять в этой ситуации, вот. К тому же он как будто бы учится сейчас чему-то новому и пытается забить голову чем-то полезным и меньше думать о своих проблемах. И в будущем, в ближайшем, его ждет радость. Поэтому в целом все не так плохо, но грусть, да, есть. Не знаю, как это можно назвать депрессией. Просто на прошлое я раскладывала. В прошлом была депрессия? Давайте так спросим. В прошлом была, отгораживался от всех. Но у него появился шанс выбраться наружу. Как будто бы выходит из этого победителем. Взгляд вперед, смотрит вперед, строит какие-то планы. Благодаря какой-то женщине, которая дает ему хороший совет, он двигается вперед. У него была проблема, видимо, с восприятием себя. Потому что там была такая карта, которая закрылась победителем. Значит, он ее как-то решил уже. Так что депрессия это вряд ли, это очень так громко сказано. Вот сейчас он грустит из-за кое-каких проблем, но в целом все решаемо. Так что в будущем будет у него депрессия? Так, ну, скажем так, чтобы у него не было депрессии, ему надо постоянно что-то делать. Что он успешно и делает? Он постоянно чем-то занят, несмотря на то, что иногда он старается отгородиться от людей, но это не из-за того, что у него депрессия, а из-за того, что у него элементарно нету на людей время. Поэтому в целом он выходит из всего победителем. Можно за него не переживать. Вот такой вот был расклад по вашим вопросам. Очень приятно, что вы отозвались. Написали столько много интересных вопросов. Мне самой были интересны некоторые ответы, потому что из-за нехватки времени я уже тоже выпала из реки событий, которая сейчас происходит. Было интересно узнать ответы. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Пишите комментарии свои. Все читаю, только не сразу. Вот. И всего вам хорошего. До новых встреч!